Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить всеми любимый торт «Птичье молоко». Но я хочу предложить вам свой вариант этого торта. Здесь у меня шоколадный бисквит и невероятно вкусное воздушное суфле. Суфле готовится на основе заварного крема и белкового заварного крема, без сырых яиц. Торт получается очень легкий, воздушный. Суфле здесь просто потрясающее, настолько оно нежное и прекрасно сочетается с шоколадным коржом и, конечно, с шоколадной глазурью. Я всем рекомендую приготовить этот замечательный торт и попробовать. Для приготовления заварного крема на желтках мне понадобится ставлю сотейник на плиту, вливаю молоко и довожу его почти до кипения. В отдельную миску всыпаю сахар, крахмал и соль. Хорошо перемешиваю. Добавляю желтки. Для рецепта я использую яйца крупного размера. Вес одного яйца со скорлупой примерно 70 граммов. Хорошо перемешиваю до однородности. Масса получается такая достаточно густая и однородная. Вливаю в нее часть горячего молока и интенсивно перемешиваю. Оставшееся молоко отправляю обратно на плиту. Вливаю в него полученную смесь, все время интенсивно перемешивая. И теперь варю мой заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит, все время помешивая, чтобы крем не подгорел. Получается достаточно густой. Пошли пузыри, крем закипел, и я его снимаю с плиты. Продолжаю еще размешивать интенсивно крем, так как кастрюлька еще горячая, и здесь продолжается процесс приготовления крема. Посмотрите, он получается очень такой гладкий, шелковистый и достаточно густой. Добавляю сливочное масло, хорошо перемешиваю до однородности. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Перемешиваю. Крем получился очень красивый, однородный, совершенно без комочков. Если так получилось, что у вас в креме образовались комочки, можно исправить ситуацию, пропустив крем через сито. Переливаю его в миску. Закрываю пищевой пленкой, опускаю пленку прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю крем остывать. Для приготовления теста мне понадобится в миску перекладываю мягкое сливочное масло. Добавляю соль и сахар. Хорошо взбиваю миксером в пышную светлую массу. Добавляю желтки, перемешиваю. Добавляю 1 целое яйцо, также хорошо перемешиваю. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Просеиваю муку, разрыхлитель для теста и какао. Слегка перемешиваю прямо в сите. Добавляю сначала примерно половину всей смеси. Перемешиваю. Вливаю молоко. Молоко у меня теплое, комнатной температуры. И просеиваю остальную часть сухих ингредиентов. Хорошо все перемешиваю. В итоге получается вот такое нежное шоколадное тесто, консистенция как густая сметана. Выпекать корж я буду в разъемной форме, диаметр 22 см. Дно я выстелила пергаментной бумагой и слегка смажу растительным маслом без запаха. Отправляю тесто в форму, разравниваю. Отправляю форму с тестом в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 12-15 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Корж готов, он получился очень красивый. Обязательно проверяем готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить абсолютно сухая. Сразу же извлеку его из формы. Аккуратненько пройдусь ножом по краю формы, открываю кольцо, накрываю решеткой и переворачиваю. Оставляю корж остывать. 18 граммов желатина заливаю 60 мл воды. Перемешиваю и оставляю для набухания. Перед тем, как заканчивать приготовление суфле, надо все подготовить. Выкладываю остывший шоколадный корж на доску. Собирать мой торт я буду при помощи разъемного кольца. Можно также использовать и форму, в которой вы выпекали
корж 22 сантиметра. Если вы будете использовать разъемную форму, в которой вы выпекали корж, надо нарастить в форме бока, так как крема суфле будет достаточно много. По краям формы я выкладываю листы от плотной канцелярской папки. Если у вас есть ацетатная пленка, используйте ее. И теперь зажимаю кольцо. Для приготовления белкового суфле мне понадобится: в сотейник вливаю воду и всыпаю сахар. Буду варить сахарный сироп. Я его буду варить до пробы на мягкий шарик. Если у вас есть сахарный термометр, варите сахарный сироп до температуры 118-120 градусов. Сейчас надо добиться, чтобы весь сахар растворился и сироп начнет закипать. Когда перемешиваете сахар, делайте это аккуратно, чтобы сахар не попадал на стенки кастрюли. Если так случится, что сахар попадет на стенки кастрюли, просто возьмите кисточку, чистую воду и смойте его. Если этого не сделать, сахарный сироп может кристаллизоваться. Фактически сейчас готовим белковый заварной крем. У меня весь сахар расплавился, сироп начинает закипать. Сейчас я уже ничего размешивать не буду. Сироп понемногу кипит, и я параллельно буду взбивать белки. Выливаю их в чистую сухую миску. И, друзья, очень аккуратно, когда отделяете белки от желтков, нельзя, чтобы в белки попали желтки, потому что они просто не взобьются. У меня здесь умеренно кипит сахарный сироп. Добавляю в белки соль и начинаю взбивать. Мне надо взбить белки до того момента, как полностью будет готов сахарный сироп. Можно использовать белки и теплые, и холодные. Это не имеет большого значения. Я взбиваю белки до вот таких мягких пиков. Я специально приготовила вот такую пиалку с холодной водой, чтобы проверить сироп на мягкий шарик. Беру немного сиропа, вливаю в воду. И если я могу собрать сироп в такой мягкий шарик, значит он уже готов. Посмотрите, вот у меня сироп собирается. Значит он готов. Я его выключаю. И теперь, не прекращая взбивания, я буду вливать тонкой струйкой горячий сироп, пока полностью его не вылью. Я вылила весь сироп в белки. И сейчас продолжаю взбивать белки еще примерно минут 7, пока они не остынут. Как видите, масса на глазах начинает густеть. Я очень люблю использовать именно вот такое заварное суфле для птичьего молока, так как, конечно, белки мы завариваем горячим сиропом и не используем сырые яйца для рецепта. Посмотрите, как здорово белковая масса увеличилась в объеме. И она сейчас у меня стала вот такая плотная. Она плотно наматывается на венчики и совершенно не опадает. Потрогайте миску, в которой вы взбиваете белки. Она должна быть теплая, не горячая. Белки готовы. Желатин набух, и сейчас я его разогрею в микроволновке. Нельзя доводить желатин до кипения. Прогреваем его примерно до 60 градусов. Я растопила желатин, здесь нет абсолютно никаких комочков. Заварной крем остыл до комнатной температуры. Сейчас я его слегка перемешаю теми же венчиками, которыми я готовила белки. И также в эту массу я волью растопленный желатин. И теперь заварной крем вместе с желатином потихоньку добавляю в белковую массу. Добавляем постепенно, не надо все сразу. Конечно, белковая масса немного оседает, так и надо. Получилось вот такое очень нежное суфле. Выливаю его в заранее подготовленную форму. Разравниваю. Слой суфле получается достаточно высокий. И сейчас мой торт я отправляю в холодильник до полного застывания суфле. Часа на 2-3. Приготовлю очень простую шоколадную глазурь. И для этого мне понадобится шоколад со сливками. Я буду растапливать в микроволновке. Вливаю сюда сливки и буду прогревать в микроволновке короткими импульсами и перемешивать, чтобы шоколад не свернулся. У меня здесь остались уже совсем небольшие кусочки шоколада, я просто все перемешиваю. Не хочу слишком сильно перегревать глазурь. Сейчас они здесь растопятся. И теперь добавляю сюда сливочное масло. И также хорошо перемешиваю до однородности. Буквально за пару минут готова вот такая очень красивая глазурь. Торт я достала из холодильника. Суфле хорошо застыло. Я сейчас выливаю глазурь сверху на мой торт. И просто ее аккуратненько вот так разглаживаю.
Я буду покрывать глазурью только верх торта. Если вы хотите покрыть глазурью весь торт, готовьте глазури примерно в 2 раза больше. Торт «Птичье молоко» сверху можно еще украшать различными узорами из шоколада. Я просто хочу присыпать его вот такой шоколадной посыпкой. И буду это делать, пока еще полностью не застыла глазурь, чтобы посыпка хорошо прилипла. Отправляю торт минут на 10-15 в холодильник, чтобы застыла глазурь. Глазурь полностью застыла, и я сейчас с тортика снимаю кольцо. Торт получается очень красивый. Его диаметр 22 сантиметра, высота 7 сантиметров и вес 1,5 килограмма. Я сейчас с удовольствием буду пробовать этот торт. Посмотрите, какое здесь нежное суфле, воздушное. Суфле здесь просто потрясающее, настолько оно нежное и прекрасно сочетается с шоколадным коржом и, конечно, с шоколадной глазурью. Я всем рекомендую приготовить этот замечательный торт и попробовать. Я желаю всем приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!